Приветствую вас на канале «Фронтовая кинолетопись», и сегодняшний выпуск посвящен второму сражению за румынский город Тârgu-Frumos в начале мая 1944 года. Месяцем ранее войска Второго Украинского фронта в рамках Тârgu-Frumosской наступательной операции уже брали город, но почти сразу были выбиты оттуда в результате контрудара дивизии «Великая Германия». В течение последующих 2 недель наши войска пытались восстановить положение и атаковали позиции немецких и румынских войск, но каких-либо значимых результатов добиться не сумели. По обе стороны фронта хорошо понимали, что это лишь временная пауза. В то же время активно шла подготовка к новому наступлению. В состав новой ударной группировки фронта Конева включались 40-я, 27-я и 7-я гвардейские армии. Кроме того, советское командование принял решение, помимо 2-й танковой Богданова, также задействовать силы 5-й гвардейской танковой армии Ротмистрова, тем самым доведя общую численность своей бронетехники до 479 танков и САУ. Советским войскам противостояли немецкие дивизии Великой Германии генерала Мантойфеля, 24-я танковая, 46-я пехотная, 2 румынские дивизии, а также отдельные боевые группы 23-й танковой и дивизии СС «Мертвая голова». По довольно заниженным данным штаба 8-й немецкой армии в районе Тârgu-Frumos на 2 мая противник имел 96 танков и 80 штурмовых орудий. Кроме того, дивизия «Великая Германия» была усилена ротой «Тигров», танковым батальоном из дивизии СС «Мертвая голова», а также незадолго до начала наступления получила пополнение в виде 16 «Пантер». Разведотдел Второго Украинского фронта оценивал соотношение сил в танках как 4 к 1, хотя на деле соотношение сторон выглядело как 2 к 1, если учитывать танки 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова» и 1-й румынской гвардейской танковой дивизии. По замыслу новой операции планировалось прорвать оборону противника западнее Яс на участке Тârgu-Frumos и нанести главный удар по левому берегу реки Сирет на Бечеште. В дальнейшем предполагалось развить успех на Бакеу или Васлуй, чтобы отрезать противнику пути отхода на запад. 2 мая в 6:15 утра, после часовой артподготовки, армии Второго Украинского фронта начали наступление. Плотность артиллерии на участке прорыва достигала 150 орудий и минометов на 1 километр фронта. Поначалу наступление развивалось достаточно успешно. Уже в 6:40 удалось взять высоту 372, а к 8 часам очистить от противника деревню Думбровица, за которую велись ожесточенные бои в конце апреля. Однако на северной окраине села Хелеш-Тиень наступавших встретил сильный артогонь, а затем и контратака, вынудившая передовой отряд отойти на южную окраину Радиу. 3-я гвардейская танковая бригада Гриценко к 7:20 овладела деревней Васканий и высотой 372. К 12 часам, выйдя к окраине Джурджа-Шчии, наступавшие танки попали под ураганный обстрел с фланга 6 «Тигров», стоявших в засаде на южной опушке леса. Всего за день бригада потеряла 15 танков сгоревшими и 20 подбитыми. По схожему сценарию шло наступление 18-й гвардейской танковой бригады, к исходу дня сумевшей достичь северных скатов высоты 326, где ее остановил огонь из дотов и вкопанных танков. Потери 18-й гвардейской были не менее тяжелыми. 21 танк сгорел и 25 были подбиты. В полосе 16-го танкового корпуса наступление продвигалось относительно успешно. К 11 часам дня 107-я танковая бригада уже вышла на шоссе Тârgu-Frumos-Яссы в 2 километрах от города, а 109-я взяла село Фикуции и тоже подходила к Тârgu-Frumos. Но уже в 11:30 последовала немецкая контратака, и под угрозой окружения вырвавшиеся вперед 2 советские бригады вновь отошли к высотам 184 и 192. Необходимо подчеркнуть, что в небе свирепствовала немецкая авиация. Если советские самолеты совершали в день 300-400 самолета-вылетов, то немцы делали их вдвое больше. Тем временем 103-я танковая бригада при поддержке пехоты наступала на Тârgu-Frumos через высоту 256. К бригаде также присоединились танки ИС-2 8-го гвардейского танкового полка «Прорыва». Следует отметить, что это было первое знакомство немцев с новыми советскими тяжелыми танками. Тем временем, отразив несколько немецких контратак,
наши части, понеся большие потери, закрепились на северных скатах высоты 256. На следующий день в 5 часов утра танки 107-й танковой бригады ворвались на северную окраину Тыргу-Фрумос, где вступили в бой с находившимися там немецкими танками. Однако пехота поддержать атаку не смогла, и после неравного боя танки откатились на исходные позиции. Наступавший позади бригады 6-й гвардейский танковый полк попал под фланговый огонь стоявших в засаде тяжелых немецких танков, в результате чего 6 ИСов были сожжены и еще 3 машины были подбиты. В полосе 51-й и 110-й танковых бригад немцы несколько раз переходили в контратаке, заставив наши части отойти в район северо-западней высоты 184. 3-я гвардейская танковая бригада начала наступление на высоту 255 и к 7:20 установила контроль над железной дорогой Тыргу-Фрумос-Яссы в районе деревни Радиу. Но и в этом районе дальнейшее наступление захлебнулось из-за мощного заградогня и массированных ударов авиации. Продвинуться дальше не давали артиллерия и вкопанные танки, поэтому во избежание излишних потерь бригада прекратила продвижение. Попытки мелких групп танков продолжать наступление с разных направлений не увенчались успехом, поскольку противник тоже действовал небольшими группами и на всех танкодоступных направлениях успешно применял танковые засады. Фактически именно 3 мая стало последним днем, когда наши войска имели шанс на успех, несмотря на то, что ожесточенные позиционные бои на второй оборонительной полосе продолжались вплоть до 5 мая включительно. Использованная частями вермахта тактика подвижной обороны оправдала себя в полной мере, и наступление пришлось прекратить. По данным командира дивизии Великая Германия генерала Мантойфеля, Красная армия во втором сражении за Тыргу-Фрумос потеряла от 250 до 350 танков и САУ. В то же время, согласно докладу Управления бронетанковых войск 2-го Украинского фронта, на 6 мая 1944 года 2 советские танковые армии потеряли 215 танков и самоходных установок. Точную цифру потерь довольно сложно установить, так как обе стороны во время боев постоянно вводили в строй поврежденные машины. Детальных сведений о потерях немцев нет. Общие потери немецкой танковой группировки в Румынии за май-июнь 1944 года составили не менее 130 танков и штурмовых орудий, но необходимо отметить, что в эту цифру не входят потери румынских войск. По итогам неудачного наступления и понесенных потерь, само собой последовали оргвыводы и приказы с целью устранения недостатков в управлении войсками. Во 2-й танковой армии получили выговоры командир 16-го танкового корпуса, командиры 3 танковых бригад, а буквально через месяц командир 103-й танковой бригады был в итоге отстранен от командования. В силу того, что советские войска понесли значительные потери, до сих пор сражение за Тыргу-Фрумос является забытой страницей Великой Отечественной войны. Уже после войны опыт боев за Тыргу-Фрумос использовался в военных академиях при обучении офицеров армии США в качестве примера успешного применения тактики подвижной обороны.